Мы то ведем, то не ведем переговоры с Украиной. То говорим о том, что их вести невозможно, то говорим о том, что хорошо бы их начать. Я имею в виду, мы в разных ипостасях, да, от депутатов до чиновников. Вот наши зрители, подписчики и я сама очень интересуемся. А это вообще имеет смысл? Хоть какой-то? Или это просто такой декорум, дипломатически так положено и вроде как? В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. Вчера в Тегеране президент по итогам своих переговоров с лидерами Ирана и Турции, давая пресс-конференцию по завершении рабочего дня уже поздно ночью, этой темы касался. И он напомнил в очередной раз, что как только в самом начале специальной военной операции украинское руководство попросило начать переговоры, мы не отказались, мы честно подошли к этому процессу. И первые раунды, которые состоялись в Белоруссии, как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать. Ну и тогда мы передали им нашу оценку ситуации и сказали, если вы всерьез хотите работать, дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договоренностях вы хотите вести речь. Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали. Вчера президент об этом еще раз напомнил. Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, еще раз подчеркну, написан с опорой на их логику. И вот 15 апреля такой документ у них появился, и с тех пор ничего от них не слышно. Но слышно другое. Слышно то, что говорит и Шольц, и говорил Борис Джонсон, видимо, уже сейчас он не говорит об этом. Говорят и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, о том, что Украина должна победить на поле боя. Что Украина не должна сейчас идти на переговоры, потому что у нее слабые позиции на фронте. И Украина сначала должна исправить это положение, начать доминировать над российскими вооруженными силами, над донецкими, над луганскими ополченцами, и лишь потом с позиции силы начать разговаривать. Я считаю, что все это, вот говорят, в пользу бедных, вот это в пользу бедных. Западные лидеры, во-первых, они сейчас посыпались все, да, ну не все, но многие прямо на глазах, раз, два, три, четыре. Многие из них демонстрируют признаки, как бы так сказать, вы можете ярче, но мне нельзя, я женщина, во-первых. Я как раз думал наоборот, вам удается это обычно. Нет, у вас лучше получается. Это мы с вами поспорим здесь. Они демонстрируют признаки ограниченной адекватности, назову это так, и иногда даже ограниченной вменяемости. Сейчас они будут меняться. Есть ли у нас основания полагать, что те, кто придет им на смену, могут проявлять признаки чуть менее ограниченной адекватности? Ну, можно еще и по-другому сказать. Можно сказать, что сейчас нынешний политический класс, который подрос на Западе, это класс адекватной ограниченности. Да. Вот с точки зрения их они адекватны. Но это очень ограниченное с точки зрения политического опыта, с точки зрения кругозора, очень ограниченная элита. Конечно. А почему это так? Я не знаю. Я не знаю, почему это так, но на это обращают внимание многие. Это же невозможно не заметить. На это многие обращают внимание, да. В том числе Генри Киссинджер недавно об этом сказал. Он вспомнил Шрёдера, Ширака и так, ну, не грубо, но, в общем-то, дал понять, что контраст разительный. Вот эта вся повестка, как вы сказали, они придумали зеленый переход, ЛГБТ, МИТУ, БЛМ, вот это там отмена балета в главной английской танцевальной школе, запрет сдавать математику, потому что меньшинство ее не освоят там в некоторых других школах, запрет называть грудное молоко грудным молоком, матерей матерями. Люди сидят и думают, это для чего? В чем идея? Кто этим управляет? Кому это выгодно? Вот все же ищут, что это вот кому-то выгодно. Найти не могут. Вот как вы считаете, что за этим стоит? Ну, если брать вот анализ, который нам доступен, мы не можем влезть в их шкуру и понять, зачем это все нужно. И невозможно понять, почему, если человек имеет какие-то склонности,
Почему его не оставить с этими склонностями? Пусть он этими склонностями увлекается. Зачем это все просто делать знаменем движения какого-то? Конечно. Невозможно понять. Зачем пресс-секретарь президента, вновь назначенный, выходит на трибуну и говорит: я лесбиянка и я черная, точка. Единственное объяснение, которое не я придумал, я просто читаю тоже. Мне тоже интересно, как западная политическая мысль, куда она эволюционирует. И некоторые философы, такие прогрессивные с точки зрения неприятия империализма, колониализма, они говорят, что вот золотой миллиард, или сколько там у них сейчас во главе этого золотого миллиарда реально решают политические вопросы, хочет сократить население планеты, потому что все равно на всех всего никогда не хватит, как говорил Жванецкий. И тот же Жванецкий Михаил Михайлович в этой же своей мизансцене сказал: нас меньше должно быть. Но это было в Советском Союзе, когда у нас была нехватка продовольствия, нехватка там товаров. Вот он на эту тему шутил. Но одно из объяснений, которое я вычитал в каких-то западных источниках, оно вот ровно такое. Не очень логично, Сергей это Викторович. жутко, конечно, но я просто говорю, что я другого... Не очень логично, потому что золотой миллиард таким образом сокращает золотой миллиард. А наоборот размножается вот Африка, Нигерия, которая очень хочет с нами дружить сейчас, Нет, да, там нет, 7 нет, человек нет. на одну женщину. Нет, они же вот эти вот повадки туда постоянно транслируют. И... Пока они туда дойдут, у них у самих, посмотрите на всю голливудскую элиту, каждый второй ребенок уже трансгендер или еще кто-то в этом духе, небинарный, то есть у них уже внуков не будет. Это с себя начали, это точно. Ну, может быть, это тоже часть плана, чтобы поменьше делиться.